Помимо того, что я хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько Шрила Прабхупада беспокоился об этих вопросах. He always displayed his concern about the welfare of his disciples. Он всегда беспокоился о благополучии своих учеников. That they take care of their health, that they don't unnecessarily risk their lives. Что они заботятся о своем здоровье и без нужды не идут на риск для своей жизни. In fact, actually, I do have the quote, the letter that Prabhupada wrote. На самом деле у меня прямо здесь есть письмо, которое Шрила Прабхупада написал. Prabhupada said, I have noted especially your description of the unfortunate accident which took place. И в этом письме Шрила Прабхупада говорит: да, я внимательно прочитал твое описание того печального происшествия, которое произошло. And which took away our friends. И в этом несчастном событии, случае погибли наши друзья. Interesting, Prabhupada referred to them as our friends. Шрила Прабхупада интересно говорит о своих учениках как о наших друзьях. And then he named them. И он затем перечисляет Jananivas Das Brahmachari and Will Prabhu. Jananivas Das Brahmachari и Will Prabhu. So on one side we have to be very sorry if our dear friends are taken away from this world. И с одной стороны, мы, конечно, должны печалиться о том, что наши друзья покинули этот мир. And on the other side we should be satisfied that a pure devotee is never lost. Но с другой стороны, мы должны черпать утешение в той мысли, что преданные никогда не погибают. He gets another good chance to cultivate Krishna consciousness. Для него ничего не потеряно, он получает еще один шанс практиковать сознание Кришны. Or if one is advanced, he goes back home, back to Godhead. А если преданный достаточно возвышен, тогда он возвращается назад домой к Богу. But even if it is taken that a devotee is not mature, Но даже если преданный еще недостаточно зрел, we should be confident that he will take birth in a rich or devotional family. Мы должны быть уверены в том, что он получит рождение в процветающей или в семье или семье преданных. So their human life is in a very good position is guaranteed. Поэтому его жизнь, человеческая жизнь, в очень хорошем положении, благоприятном положении ему гарантируется. A devotee's position is always better than an ordinary karmi's position. Положение преданного всегда гораздо лучше, чем положение обычного карми. Karmis do not know what is the next life. Карми не знает, что ждет их в следующей жизни. But devotees know it is as certain as anything that he is going to have a nice human form of body. Но преданный знает наверняка и нисколько не сомневается в том, что в следующей жизни у него появится замечательная человеческая форма тела. So let us pray for the departed souls that they may be engaged again in Krishna's service. Поэтому нам нужно молиться об этих ушедших душах, о том, чтобы они снова занялись преданным служением. It will be a good idea in the future if our devotees take lesson from this unfortunate incident. И нам стоило бы извлечь уроки из этого очень неблагоприятного, прискорбного инцидента. And take precaution not to drive late at night for any reason. И никогда, ни при каких обстоятельствах, ни по каких причинах не ездить поздно ночью. No gain can come from such driving at night. Нет ничего, что мы могли бы получить, никакой выгоды или преимущества от вождения ночью. Which will ever compensate for much great losses. Никакая выгода или преимущество вождения ночью не перевешивает риск таких тяжелых утрат. Please advise your GBC zonal secretary that in future great precaution must be taken. Поэтому, пожалуйста, сообщи своим зональным секретарям GBC, чтобы в будущем они всегда относились к этим вопросам в высшей степени осмотрительно. So, I'm taking the liberty to speak on this topic. Поэтому я взял на себя инициативу поговорить на эту тему сам. Please take precaution. Пожалуйста, всегда относитесь к этому в высшей степени осмотрительно. So, I'm going to give devotees opportunities to ask some questions if they have questions. Я дам преданным возможность задавать вопросы, если вопросы у вас есть. We don't have a lot of time. Времени у нас немного. Does anybody have any questions? А у кого-то из вас есть вопросы? Boy, that was fast, Vladimir. Владимир, вы прям как это, наготове с вопросом уже. Go ahead. Да, Владимир, какой вопрос у вас?
Я хотел поблагодарить Гуру Махараджа за старших учеников его и задать такой вопрос. Как вам кажется, какими качествами или свойствами обладает взрослый преданный, имеется в виду не по возрасту, а именно вот как зрелый преданный? И должны ли вот все ученики стремиться к получению второй инициации? He wants to thank you very much for the senior disciples that we have, and he also wants to ask you about the kind of qualities that a mature devotee, mature not in the sense of his physical age, but in the sense of his spiritual maturity, he or she should possess. A mature devotee, a mature disciple. And the second part of his question is if all of your disciples should aspire to receive second initiation. 2 parts. They came in 2 parts. Okay. Okay, first part. Что касается первого вопроса, I consider the symptom of a mature devotee is steadiness. признаком зрелого преданного я считаю стабильность. Of course, steadiness means steadiness in his sadhana or her sadhana. Подразумевает стабильность в его или ее садхане. Steadiness in terms of association with devotees. Стабильность в общении с преданными. Steadiness in terms of being able to deal with the upheavals of this world. Стабильность, проявляющаяся в том, как преданный разрешает различные превратности жизни в материальном мире. And because I suspect that when you're asking symptoms of maturity, that you're talking about somebody who's qualified for the second part of your question. И я подразумеваю, что когда вы задаете вопрос о том, что же является признаком такой зрелости, то это перекликается или связано со второй частью вашего вопроса. Because mature, of course, can be taken to be a very long distance from beginning to end. Потому что для того, чтобы созреть, конечно, требуется пройти большую дистанцию от начала до конца. Just in this letter, we saw Srila Prabhupada refer to the devotees who departed as pure devotees. Например, в этом письме, которое мы прочитали, Шрила Прабхупада говорит о преданных, которые погибли в автокатастрофе, как о чистых преданных. And then, of course, he went on to explain how they may have different destinations according to the degree of their maturity. Но затем Шрила Прабхупада объясняет, что тот пункт назначения, то место, в котором они снова появятся, после этого зависит от степени их зрелости. If they were fully mature, he said, they were going back to Godhead. Если они полностью зрелые были, Шрила Прабхупада говорит, тогда они отправятся обратно назад к Богу. Then he said if they were not so mature, then they were assured of a destination in the next life where they can continue associating with devotees and engaging in devotional service. Но если их зрелость не была полной, тогда Шрила Прабхупада говорит, им в следующей жизни будет дана возможность родиться в семье преданных, чтобы они могли продолжить занятие преданного служения. He said, but even if they were not so mature, then they were assured or guaranteed of a good human form in the next life. Но даже если они полностью были зрелыми, Шрила Прабхупада говорит, им гарантировано в следующей жизни хорошее рождение в хорошем человеческом теле. So there's various degrees of maturity based upon one's level of faith. Поэтому в зависимости от уровня веры человека существуют различные степени зрелости. And Srila Prabhupada also oftentimes refers to the planting of the Bhakti Lata Bij and its growth from beginning of the planting of the seed to its taking shelter at the lotus feet of Radha and Krishna in the spiritual world. В этой связи Шрила Прабхупада часто приводит пример с Бхакти Лата Биджи, семени преданного служения, начиная с ее высаживания, Бхакти Лата Биджи, с высаживания семени, затем постепенно вплоть до того уровня, на котором росток, который проявляется из этого семени, развивается настолько, что принимает прибежище лотосных стоп Рады и Кришны в духовном мире. And he says that the mature position of the devotee in this world is that when he's actually taking shelter at the lotus feet of Radha and Krishna.
И Шрила Прабхупада говорит, что зрелость преданного на живущем материальном мире проявляется в том, что его преданное служение принимает прибежище в Радхи Кришны. even while he's within this world. Несмотря на то, что он по-прежнему живет в материальном мире. Because his mind and thoughts are always fixed on the lotus feet of the Lord. Потому что его ум и его мысли сосредоточены исключительно на лотосных стопах Господа Кришны. And Prabhupada even gives that example how the devotional creeper, as it grows and it breaks through the coverings of the material universe, it takes shelter at the lotus feet of Radha and Krishna. И Шрила Прабхупада приводит эти как раз эту аналогию с лианой преданного служения, которая в процессе своего роста прорывается или пробивается сквозь оболочки Вселенной и обивается вокруг лотосных стоп Господа Кришны и Рады. And then he also gives the example of how the vine or creeper, when it takes shelter of a stronger tree, Шрила Прабхупада также говорит, что для того, чтобы так вырасти, это растение, вьющееся растение, лианы должны принять прибежище у какого-то прочного дерева. It's much more assured and that by taking shelter of the stronger tree, then it will be able to bear the fruit of love of Godhead. Потому что только если такая лиана обвивается вокруг прочного крепкого дерева, только тогда у нее есть все шансы принести плод любви к Богу. So mature is when that fruit of love of Godhead is manifest. И поэтому зрелость также означает, когда этот плод любви к Богу проявляется. And Prabhupada often uses the example of the unripe mango and the mango. В этой связи Шрила Прабхупада часто приводит аналогию с плодом манго. Плод может быть зрелый или незрелый. He says that the unripe mango in due course of time will become ripe. Незрелый плод манго с течением времени зреет. And the point that Prabhupada makes in that analogy that he uses is that the seed of devotional service begins when there's an awakening of taste. И Шрила Прабхупада в этой связи объясняет аналогию, говорит, что это семя преданного служения появляется в сердце, когда у нас появляется вкус. To hear about the topics of the Lord. Вкус к слушанию тем, связанным с Господом. And he emphasizes that point, and actually that's the real Bhakti Lata Bij that is planted, and when it's awakening, he even uses the word taste. It doesn't necessarily mean ruchi. И Шрила Прабхупада так объясняет, говорит, что по-настоящему семя преданного служения появляется в сердце человека, когда у него появляется вкус. При этом Шрила Прабхупада не использует слово ручи. But it's the desire to hear transcendental topics about the Lord. Но это вкус или желание слушать трансцендентные темы, связанные с Господом. It's also emphasized in the verse that Shinvata Svakata Krishna Punya Shavana Kirtana, that Krishna cleanses the heart from within the heart of that person who develops the urge to hear his messages. В этом стихе Шримад Бхагаватам также говорится, что сам Господь Кришна очищает сердце человека от всего неблагоприятного, когда в том пробуждается потребность слушать и воспевать. And in the 11th canto of the Bhagavatam, Krishna describes Jata Shradhu Matkatasu, that the awakening of faith and hearing the transcendental narrations of the Lord marks the actual beginning of bhakti. И в этом стихе из 11 песни Шримад Бхагаватам говорится, что когда в человеке пробуждается вера в слушание, воспевание трансцендентных деяний Господа, тогда это знаменует начало бхакти. So these are all the evidences that are given, and many more, about what is mature. Поэтому можно привести много свидетельств, подобных тому, что я сейчас перечислил. Есть много других такого же рода, которые объясняют, что значит быть зрелым. And in a simplistic way, I simply said steadiness and sadhana. Но чтобы все представить в более простом виде, я подчеркиваю важность стабильности садханы. That is the symptom of someone who's mature. Вот эта стабильность садханы является признаком того, кто зрелый. He's steady in chanting, he's steady in his hearing. Он стабилен в своем воспевании и также стабилен в слушании. And he's steady in the face of adversity. И он также сохраняет эту стабильность и непоколебимость перед лицом всяких Because he's превратностей. found shelter in something higher. Превратности судьбы, и таким образом можно понять, что он принял прибежище в неком высшем принципе. And even though his faith may not be strong, Может быть, его вера еще недостаточно крепка. even though he may sometimes falter and have difficulties, Даже если он на этом пути иногда спотыкается и испытывает некоторые трудности, but he has faith that that's the shelter. но, по крайней мере, вера в то, что именно в этом у него прибежище, у него есть.
And even if he can't immediately go there for shelter, Даже если он не может немедленно принять это прибежище безраздельно, he knows that's where the shelter is. тем не менее он всегда знает, где это прибежище находится. That's mature devotee. Вот это уже зрелый преданный. Second part of the question. About Gayatri mantra. About second initiation he asked. Should everyone aspire for second initiation? Второй вопрос, который Владимир задал. That's the question? Yes. I've found that some devotees have lost the aspiration. Второй вопрос звучал так: должны ли все преданные ученики Шри Ниранджана Махараджа стремиться получить второе посвящение? Шри Ниранджана Махарадж говорит, что я обнаружил, что некоторые преданные утратили это стремление к себе. But there may be many reasons for it that I haven't been able to take a survey and actually find statistics to the reasons behind it. Может быть, для такой утраты желания получить второе посвящение есть много причин, но у меня не было возможности провести опросы, выяснить статистически, какие причины для этого есть и в каком процентном отношении. It may be, some of them may be thinking, I can't take the test, it's too much, I can't memorize all those verses. Кто-то может сказать, я не могу все эти шлоки выучить, которые нужны для того, чтобы пройти экзамен. I don't know those circumstances. I mean, I don't know the details of those circumstances, but I've heard it. Я не знаю деталей этой причины, но я, по крайней мере, слышал об этом. And some of them it may be because they may not be able to answer the most essential question. И другие преданные, может быть, не утратили это желание получить второе посвящение, потому что не могут найти ответы на самый главный, существенный вопрос. When I took second initiation from Srila Prabhupada, Когда я получил второе посвящение Шрила Прабхупады, Prabhupada asked me to write him a letter to tell him I've been following the 4 regulative principles and chanting 16 rounds daily since the time of first initiation. перед тем, как я получил второе посвящение, Шрила Прабхупада попросил, чтобы я прислал ему письмо, в котором я бы сказал, заверил Прабхупаду, что с тех пор, как я получил первое посвящение, я строго следовал 4 регулирующим принципам и повторял 16 кругов. So that's what I did. Я так и I сделал. wrote Prabhupada a letter. I said, I have been chanting 16 rounds following the 4 regulative principles since the time I took first Я initiation. написал Шриле Прабхупаде письмо, в котором сказал, что я с момента, когда получил первое посвящение, строго следовал 4 регулирующим принципам и повторял 16 кругов каждый день. Of course, that was only 6 months after I took first initiation. Это письмо я написал через 6 месяцев после того, как получил первое посвящение. Because that's how things were done in those В days. то время, в ранние годы, вот так все быстро происходило. But nonetheless, some people may not be able to write that kind of a letter. Но тем не менее, может быть, сейчас кто-то из преданных не может написать такое письмо. So before they aspire for second initiation, better they clean house a little bit and put things in order. Может быть, прежде чем они попросят о втором посвящении, они должны провести генеральную уборку в доме, расставить все вещи по порядку. And that they should do. Вот они должны этим заняться. Yes. And then they should aspire for second initiation. И тогда они должны стремиться получить второе посвящение. Are you connected to this question, Venugopal? Венугопал Прабху, вы как-то связаны с этим вопросом, то, что вы хотите задать? Do go for Because question. another question. Maharaj, may I add that you oftentimes answer that devotees should aspire to become qualified for second initiation? Гуру Махарадж, есть одно беспокойство. Go ahead. Секундочку. Я просто хотел добавить, что Шрила Ниранджана Махарадж часто в ответ на такой вопрос, который только что задал Володя, подчеркивает, что его ученики и ученицы должны стремиться стать квалифицированными, получить второе посвящение. Вот это стремление должно быть всегда. It's like what happened with Jayadvaita Swami and Archita this morning. Just to give better answers. Give better answers before. Махарадж пошутил, говорит, так же, как сегодня Джайадвайта Махарадж пошутил на лекции, когда ему задал вопрос Арчите Прабху. Похоже, раньше я давал лучшие ответы, чем сейчас. Go ahead. Харе Кришна, Гуру Махарадж. У меня есть одно беспокойство. Раньше, когда слушал Шрилу Прабхупаду, иногда сейчас слушаю, не всегда получается, Шрила Прабхупада часто говорит о имперсонализме. И я раньше думал, имперсонализм это, мы знаем, что Кришна Бог, мы же не имперсоналисты, правда? А что так Шрила Прабхупада часто говорит про имперсонализм? Вы будете частями переводить это? Я понял. Вы потом слушайте, хорошо. Вот.
И позже уже начал замечать и понял, что я сам большой имперсоналист, и так как я сам большой имперсоналист, начал замечать других имперсоналистов. He said himself he's a big impersonalist? Is that what And he therefore said? he can notice other big impersonalists. And therefore he can notice other big impersonalists. Yeah. Okay. Вот. Заметил. Меня беспокоит какой момент, что, я не знаю, может я себя накручиваю, но меня очень беспокоит поведение преданных, когда они, ну, лучше пример привести, чтобы лучше было понятно. Ну, к примеру, стоит риданга, и можно взять ее куда-то унести там на полдня, и даже не спрашивать никого, и потом принести, чтобы никто не увидел. Или там подойти, телефон воткнуть в розетку, не спрашивать, зачем спрашивать, просто розетки есть, электричество же, ну, халява, у нас тут есть организатор, они же заплатят. Меня это беспокоит. Мне кажется, это разрушает духовную жизнь и отношения преданных. Что вы об этом думаете? То есть вы имеете в виду, что такое поведение, ваше представление является проявлением персонализма? Мне кажется, да, потому что мы не понимаем, что преданные, они тоже личности, и они дороги Господу, и такое поведение в их адрес, это недопустимо. Это мое скромное впечатление. Может, я не прав, что это вот у меня есть беспокойство по этому поводу. Не все понял. Shall I translate that? So the question is, Srila Prabhupada oftentimes speaks about impersonalism in his That part I books. understood. Okay. And as far as when he discovers himself to be a big impersonalist, and therefore he could identify others as big impersonalists as well. So what he sees as a manifestation of impersonalism in a devotee's behavior is that when devotees take, for instance, a mridanga that doesn't belong to them and take it away, and without asking anyone's permission, and then they clandestinely put it back in so nobody could see them actually having taken it in the first place, or they plug in their mobile phone for charging without thinking that this electricity is being paid for by the organizers of the festival. In other words, they take advantage of other devotees' facilities without asking their permission. So in his mind, that's a manifestation of impersonalism because they don't care for the personal preferences or desires of devotees. And he. What's the question? Вопрос в чем? Вопрос в том, насколько такое поведение допустимо. Мне кажется, это и есть проявление персонализма по отношению к другим преданным. И мне вообще в моем сознании это сродни воровству. Нет, я имею в виду, что вопрос в чем? Вопрос в том, я хотел бы как... Is it a question? Is it a question or is it an announcement? Это вопрос или объявление? Нет, я хочу я хочу услышать мнение Гуру Махараджа по поводу такого поведения. He wants to hear about your opinion about such behavior. A devotee is thoughtful. Преданные, они обычно думают о том, что они делают. That's one of the qualities of a devotee. Одно из качеств преданных то, что он вдумчивый. He's always thoughtful about his actions and how they may implicate others. Он вдумчиво подходит к тому, что он делает, и к тому, как его поступки могут повлиять на других людей. It's what you're describing more than the definition of impersonalism could be more defined as selfishness. Я не думаю, что то, что вы описали, прямо уж так попадает под определение персонализма, скорее это можно назвать эгоизмом. A selfish person generally thinks of how he can do things for himself without consequences. Потому что такой эгоистический человек обычно делает что-то для себя, а при этом не думает о последствиях. And he's always calculating how to avoid consequences and getting the fulfillment of his desires. И такой человек обычно пускается в подсчеты того, как или какие-то планы, как можно добиться того, что я хочу, и при этом не получить за это последствий. Which is, our conditioned nature in the material world. Такова уж обусловленная природа нас, живущих в материальном мире. And it's either we think of Krishna or we think of ourselves. Либо мы думаем о Кришне, либо о самих себе. Or we may think of our extended selves, which is still selfishness. Либо мы можем думать о расширенном своем собственном эго, что тоже является формой эгоизма. It's the root cause of our disease for being in the material world. Вот это является глубинной причиной того, что мы находимся в болезненном состоянии материального мира. But certainly a devotee should be, one of the qualities of a devotee is he should be thoughtful. Но, разумеется, одним из качеств преданных, которые мы должны развивать в себе, это предусмотрительность или умение думать о других людях. He should think how his actions can potentially impact other people. Он преданный должен понимать, как его поступки отразятся на других. That's one of the symptoms of a devotee. Это один из признаков преданного.
He's always thoughtful, he's always caring and concerned about others. Он всегда вдумчиво подходит к своим поступкам и всегда относится с заботой и вниманием к другим людям. But there's another angle of that, and that is that you may perceive it as something which is selfish, but it may be just, it may just be a lack of thoughtfulness. Но с другой стороны, это может, конечно, казаться вам эгоизмом, но это может быть просто невнимательность. It may not be malicious. Это может не быть таким злонравным с его стороны, просто невнимательность. Sometimes we have a tendency to project. Иногда у нас есть склонность такая переносить свое восприятие, накладывать его на других людей. That somebody was actually malicious in their intent. Мы додумываем за людьми какие-то злокозненные намерения. But it may not necessarily be the fact, it may just be thoughtlessness. Но может быть злокозненных намерений никаких и не было, просто невнимательность. That's why I said being thoughtful is probably a better definition of what's required. Поэтому я и сказал, что, наверное, лучше такого рода поведения называть внимательностью или вдумчивостью, или отсутствием того и другого. You can take your examples and give hundreds of other examples. Можно привести сотни других таких примеров, подобных вашим. Similar things that we may sometimes do, and we didn't know that we did them. Например, что-то, что мы делаем, даже не понимая, что произошло и что мы натворили. It's like the Brahmin who came to Lord Chaitanya, and he fell at his feet and said, "Previously, I did not recognize the greatness of devotees." Как тот браман, который пришел к Господу Чайтанье, припал к его лотосным стопам и сказал Господу Чайтанье, что раньше я не мог взять в толк величие преданных. I was thoughtless. Потому что я был невнимательный. And when I saw devotees, I actually mocked them and said things about them that I now know are not true. И поэтому, когда я видел преданных, тогда я посмеялся над ними и также говорил про них те вещи, которые сейчас, я понимаю, совсем не соответствуют действительности. How do I rectify myself for this previous thoughtlessness? Как же мне теперь исправить свои ошибки и искупить свою невнимательность по отношению к ним? So sometimes things like this happen. Lord Chaitanya told them with the same tongue that you spoke about devotees unknowingly, then use the same tongue to glorify devotees. И Господь Чайтанья Махапрабху ответил ему, что просто нужно теперь тот же самый язык, которым ты раньше неосознанно хулил преданных, использовать для того, чтобы прославлять преданных. So this can be applied in many situations. Этот принцип может быть применим ко многим ситуациям. Previously, I had done something that I realized now was thoughtlessness. Может быть, раньше я сделал что-то, что было очень непредусмотрительным или невнимательным. Теперь я понимаю это. How do I rectify myself? Как же мне теперь исправить свою ошибку? So we should hope that such thoughtless activities can be rectified. И мы можем надеяться, что справимся, сможем поменяться и перестать действовать так невнимательно. By the cleansing process of devotional service. Благодаря очистительной силе преданного служения. And Prabhupada gave the example that the person is washing his hands, then why fault the person for having dirty hands? Шрила Прабхупада приводил этот пример с человеком, который моет у раковины грязные руки, и нет смысла винить его в том, что руки его грязны. I'm washing them. Да, они грязны, но я их мою. So we should try to encourage devotees to continue with the washing and with the cleansing process. Поэтому мы должны воодушевлять преданных на очищение, на продолжение этого процесса очищения. And if they do it right in due course of time, their thoughtless activities will become clear. Previously they had done so many things thoughtlessly, and now they want to correct themselves. Если они продолжат процесс очищения, то с течением времени они смогут понять, что раньше вели себя очень невнимательно, неосмотрительно, и начнут исправляться. But we should be careful to not always being looking for the thoughtless activities of other people. Но мы должны при этом сами следить за тем, чтобы не выискивать примеры таких невнимательных поступков других преданных. And continuously always trying to correct them. И не увлекаться постоянным исправлением преданных. And that's also something we have to be careful of. На это тоже нужно остерегаться. So your announcement was heard. Поэтому мы услышали ваше объявление. Объявление, то есть мы не должны реагировать, получается. Вообще на это реагировать, пускай они делают, что хотят. А можно же оправдаться, Мридангу же точно взяли для служения, и вряд ли были какая-то корысть, мы это понимаем, но я это понимаю. Но разве это оправдывает само действие? Или это просто невоспитанность какая-то?
То есть, ну, привычка брать чужое, это нормально, это мы просто будем закрывать. Should we dwell too much time on it? Может быть, не стоит много времени. We have limited У time. нас очень мало времени. I think we shouldn't dwell too much on it. Давайте не будем слишком много времени уделять этому вопросу. We think you should give. It's almost over. I mean, Уже почти закончилась наша встреча. Почти. like 20 minutes more. 20 минут еще осталось. So we have other questions? Okay, Virginity. Oh. Oh, okay, it's going there. Go ahead. Большая благодарность за ваши лекции, за ваши киртаны. У меня такой вопрос. Вы уже долго в сознании Кришны. И были ли у вас когда-нибудь сомнения, что вы идете по тому пути? Сомневались ли вы когда-нибудь в этом сознании? Been a long time Krishna consciousness. What? You've been practicing Krishna consciousness for a long time. Did you ever have doubts about the path, if it's right for you to follow? Did I ever have doubts? Yes, in the beginning. Вначале сомнения. What kind of doubts did you have? It's been so long ago, I can't remember. Это было так давно, что я уже забыл. Huh? На своих лекциях вы рассказывали, как вы пришли в сознание Кришны, и уже много раз объясняли. In your classes, you gave a lot of examples of the kind of doubts you had back then. Yeah. How you overcame them. Yeah, I did have, yeah. Can't remember. Да, я какие-то, помню, были какие-то сомнения были, но какие уже не были. The kind of doubts I had was, I never did I think that there might be something other than Prabhupada's lotus feet. На самом деле я никогда не думал, у меня не было никаких сомнений в том, что может быть что-то иное, кроме лотосных стоп Шрилы Прабхупады. My doubts were mostly in my own ability to take shelter. Мои сомнения в основном были о том, смогу ли я принять прибежище в этих стоп. And that I would doubt Вот это, в этом я myself. сомневался. В этом я сомневался в самом себе. And I actually, I perceive that a lot of times in devotees. Я также вижу это часто в преданных. They don't doubt Krishna consciousness, but they doubt if they'll ever be able to become purified. Они не сомневаются в самом сознании Кришны, но сомневаются в том, смогут ли они достаточно очиститься для него. And but those are the main types of doubts that I had to confront in the beginning of Krishna consciousness. Вот таковы были основные препятствия, с которыми приходилось сталкиваться в начале. It could very well have been because I was exposed to so many other processes. Начальные годы, а может быть, были какие-то другие сомнения, поскольку я до этого изучал много разных других путей. And I've been exposed to so many different philosophies. И я изучал там много разных философий. And each and every one of those, I was able to see the futility of continuing my pursuits in them. И я видел, как занимаясь той или иной философией, изучая ту или иную философию, понимал, что на самом деле она ни к чему не приводит, она тщетна. They demonstrated their ineffectiveness in due course of time. Они продемонстрировали свою неэффективность сами собой в должный срок. Whereas when I found Prabhupada's presentation of Krishna consciousness philosophy, Но когда я увидел, как Шрила Прабхупада представляет науку сознания Кришны, философию сознания Кришны, my only doubts in the beginning were that first is, how do I know this isn't going to be the same as the others? Первые сомнения, которые у меня возникли, были следующие. А как мне знать, откуда мне знать, может быть, эта философия такая же, как и все остальные? And Prabhupada answered that. И Прабхупада сразу ответил на этот вопрос. He said, there may be many counterfeit, I can't remember, currencies. Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос следующими словами. Он сказал, что может быть на рынке очень много поддельной валюты. He said, but because they're counterfeit, it means that there's something that must be genuine. Но сам факт того, что валюту подделывают, означает, что есть какая-то настоящая валюта. It was a very convincing Это argument. был очень убедительный аргумент. By the mere fact that everything else was counterfeit, something had to be genuine. Сам факт того, что рынок наводнен поддельными банкнотами, означает, что они что-то же подделывают, что-то должно быть настоящим. So on that basis, when I
try to take into consideration that yes, how do I know if this is it? But I should at least, and Prabhupada even says in the very beginning of Bhagavad-Gita, if you cannot accept that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, please just read this book theoretically accepting that Krishna is the Supreme Personality of И Godhead. тем не менее, я думаю, ну как же мне убедиться в том, что именно эта философия подлинная. Еще Прабхупада ответил на этот вопрос, говоря в самом начале в предисловии Бхагавад-Гиты, что если вы не можете пока признать, что Кришна является верховной частью Бога, то прочтите эту книгу, по крайней мере, под теоретическим углом зрения, что Кришна Бог, что Он верховный абсолютная истина. That was a very convincing statement also. Это тоже было очень убедительным утверждением. Theoretically accept, and by the time you finish, you're finished. Прабхупада так сказал, ну просто, если даже не можете принять то, что Кришна верховная абсолютная истина, то прочтите Бхагавад-Гиту, хотя бы теоретически предполагая, что он верховная абсолютная истина. Я подумал, ну да, это очень разумное предположение. Оказалось, что к концу чтения, когда вы заканчиваете читать Бхагавад-Гиту, думая, что Кришна верховная часть Бога, то вам самому тоже наступает конец. But in order to clear out doubts, there has to be service and submissive inquiry. Для того, чтобы избавиться от сомнений, необходимо заниматься служением, а также нужно вопрошать смиренно. And there has to be surrender. И необходимо предаваться. Krishna can act from within the heart to remove those doubts. И Кришна может тогда из сердца все наши сомнения рассеять. Yayatamam prapajante tangstataiva bhajamyaham. To the degree that you surrender unto me, I reciprocate with you. Господь Кришна говорит в этом стихе Бхагавад-Гиты, насколько ты подаешься мне, настолько я отвечаю взаимностью на твои усилия. If there's no surrender, then we'll continue to have doubts. Если у нас нет предания, тогда мы будем продолжать сохранять наши сомнения. Okay. Some other question? Еще вопросы? Excuse me. Yes, okay, go ahead. Virginity. It is virginity, isn't it? I can't see so well. Я не могу видеть, это визинитхи вообще или нет? Okay. Да, не видно отсюда там. The glare, the light is... Очень яркий свет из окна, и не видно лица. Харе Кришна, большое спасибо Гуру Махараджу за то, что вы являетесь вдохновителем этого фестиваля, что вы вдохновляете преданных, что он проходит. За ваши усилия хотел вас поблагодарить. И у меня такой вопрос. Он у меня из года в год в том, что возвращаясь домой с фестиваля, этот энтузиазм уходит. Хотя, все понятно, вроде бы уверенность есть, что все будет хорошо. Я слышал в ваших лекциях, что нужно делать, но все равно непонятно. Может, есть что-то, какой-то секрет, как это все-таки сделать, потому что я в одной из ваших лекций слышал, что нету смысла только на фестивалях быть в таком настроении. Нужно всю жизнь так жить, как мы сейчас живем, в энтузиазме. Поэтому я чувствую какую-то бесполезность своего присутствия, потому что я приеду домой и опять буду в тамагуне. His enthusiasm, he comes to the festival, gets inspired. When he goes back, his enthusiasm goes away. Yeah, and he doesn't want to live this life. He always emphasizes how it is important to live in such an enthusiastic spirit throughout the year. But when he goes back home, he falls into the mode of ignorance. So what's the secret of staying enthusiastic? Jayaveda Maharaj answered the question this morning in class. Jayaveda Maharaj ответил на этот вопрос уже на своей лекции сегодня утром. What was the answer he gave? Помните, какой ответ дал? Помните? Do you remember? Помните ответ, который он дал на лекции? По Бхагавату, Jayaveda Maharaj. Вы были на лекции по Бхагавату? И что он ответил? Association. Общение. You made the point. Two questions he answered with the same. На самом деле он на два вопроса ответил одним и тем же ответом. Association. Общение. But when you come to the festival, you should actually come with the purpose of taking something with you. Но когда вы приезжаете на фестиваль, вы должны приезжать с намерением забрать что-то с собой. Не мриданги. Not a mridanga. Not a mridanga, not somebody else's belongings. Не какие-то чужие пожитки.
Не тапочки, подсказываю. Видимо, Somebody else. тапочки. You should go for the purpose of taking something, some nourishment that can keep you inspired, something you can hang on to. Вы должны приехать сюда с намерением увести с собой отсюда то, что будет воспитать и вдохновлять, то, что будет по-прежнему поддерживать ваш дух. And remember and apply in your life. Что вы сможете помнить, что сможете применять в своей жизни. I've discussed this point so many times. Я это так часто обсуждаю. And the reason why I do is because sometimes I've observed that festivals can be wonderful sources of inspiration. И причина, по которой я подчеркиваю это снова и снова, заключается в том, что я наблюдаю, что, конечно, фестивали могут быть прекрасным источником вдохновения для преданных. But they can also have an adverse effect. Но они также могут оказывать некий негативный эффект на них. I can only be Krishna conscious when I'm at a festival. Который заключается в убежденности преданных, у некоторых преданных, в том, что я могу быть в сознании Кришны только на фестивале. And in between festivals, devotees are depressed. А между фестивалями преданные впадают в депрессию. Because they have to face their life. Потому что им приходится жить своей жизнью. And then the only thing they can do is wait for the next festival. Единственное, чем они могут заполнять свою жизнь, это ожиданием следующего фестиваля. But they don't have a life in between А festivals. между фестивалями жизнь как будто застывает. Because they didn't take something with them to sustain them for their enthusiasm between festivals. Как будто нет жизни после фестиваля, и нечем ее наполнить и поддерживать между фестивалями. That's one of the purpose of festivals. Это одна из целей фестиваля. Is to give something to devotees so they can be sustained between festivals. Чтобы дать преданным то, чем они могут жить между фестивалями. Because many times when they go back to their normal course of activities, they don't connect it to their spiritual life. Потому что очень часто, когда преданные возвращаются к своей обыденной жизни, они не могут как-то соединить ее с духовной жизнью. Of course, I learned about it a little bit differently back in the 70s. Разумеется, я об этом узнал и научился этому немного по-другому тогда, в 80-е годы. Because I was living in the temple, I was a brahmachari, I was going out and distributing books. Потому что я жил в храме, я жил как брахмачари и выходил распространять книги. And when I went to the festival, which was that time, the Gaur Purnima festival, И когда я в то время приезжал на фестивали, тогда фестивали были на Гуру Пурниму. Prabhupada says the purpose of the festival is to recharge your spiritual batteries so you can go back to your Prabhupada Desh to preach. И Шрила Прабхупада на этих фестивалях подчеркивает, что причина, по которой вы приезжаете на эти фестивали, заключается в том, чтобы здесь зарядить свои духовные батареи и вернуться обратно в свои Прабхупада Деши, то есть то место, где мы проповедуем, и продолжать проповедовать. So festivals during those years were very effective for that purpose. И фестивали в то время, в те годы были очень эффективны в достижении этой цели. Because we had Prabhupada Desh, we had service, and we knew what our responsibilities were. Потому что у нас у всех была эта Прабхупада Деша, то есть место, отведенное нам для служения, было само служение, и мы также знали, в чем заключаются наши обязанности. And the festival was just meant to enhance our devotional lives in our preaching fields. И фестивали предназначались для того, чтобы помогать нам улучшать свою духовную жизнь и помогать нам в нашей проповеди. What to speak of the fact of first Mayapur festival I went to, and Prabhupada was there. Не говоря о том, что на первом же фестивале в Майяпуре, на который я приехал, был Шрила Прабхупада. He's giving Srimad Bhagavatam classes. Он был там лично, давал лекции по Шримад Бхагаватам. He was, my memories from that festival in 1976 are indelible. И вот эти воспоминания о том фестивале в 1976 году просто неизгладимы из моей памяти. They've carried me for 43 years. И эти воспоминания мне позволяли жить духовной жизнью 43 года с тех пор. So we should try to get those kind of impressions in our experiences at festivals, something we can take with us and to become a support for us in our day-to-day lives. Вот нам нужно набраться такого рода опыта, такого рода впечатления на фестивалях, которые мы посещаем, забрать их с собой и жить ими в течение следующей жизни. That's the purpose of the festival. Чтобы они поддерживали нас, в этом заключается цель фестиваля. It's not just a vacation. Это же не выходные, не каникулы. Sachipad? What time is it? It's 7 minutes to 8 minutes to 12.
So, over there. No, behind. Шачипрана. Зеленый. Гуру Махарадж, вопрос, наверное, о неизбежности, которая ожидает всех от оставления тела. И кто-то приходит к этому возрасту, когда необходимо уже принять ванапрастху. Или думают они, или уже, в принципе, принимают решение. Вот хотелось бы от вас услышать, возможно, рекомендации, ну и однозначно благословение для семейных пар, которые уже пришли к этому возрасту, возможно, даже уже и с осознанием полностью, что необходимо это принять, но, как вы знаете, у вас есть ученики, которые уже имеют детей, внуков, и для многих вы, ну, для некоторых вы являетесь духовным отцом, даже, так сказать, духовный отец, дедушка уже и прадедушка. И ожидает в разумном понимании, это нужно как-то отходить от всех этих вопросов и, в принципе, подходить к принятию ванапрастхи. Какие у вас могут быть рекомендации, пожелания и обязательно благословения. So I'm not sure. This question is about the inevitability of living, of quitting one's body. Excuse me? It's a question about the inevitability of leaving one's body, because we're gradually moving towards that, and as we approach this finale, then we have to think about how to mold our lives in a way of detachment, in a way of vanaprastha. So what would your advice be? Because you are a spiritual father for many of your disciples, but because some of your disciples have already got their own children and even grandchildren, you are in effect a father and a grandfather and great-grandfather, spiritually, for some of them. So his request is to give us some advice, or at least blessings for moving towards vanaprastha, towards gradual detaching oneself. I gather you didn't go to Jayadvaita Swami's Vanaprastha adventure class. Похоже, вы не смогли приходить на лекции Джайадвайты Махараджа, которая называлась «Ванапрастха для отважных». Не приходили, да? Не посещали его лекции? Okay, no. You did. Вы были на его лекции, да? You did. Были или нет? Да. What did he recommend? А что он посоветовал? Было много рекомендаций, они были касались материальных вопросов, то есть каким образом правильно организовать свою жизнь, которая должна постепенно подвести семейную пару к ванапрастхе, чтобы не испытывать определенных финансовых сложностей. There was a lot of advice given by Jayadvaita Maharaj in terms of practical steps towards renunciation for a married couple, so they could gradually feel relinquished, or not relinquished, but feel free from the financial responsibilities, at least they should. Но очень часто, ну в частности, наверное, я могу сказать про нашу семью, где очень сильная связь между внуками и детьми, и вот здесь какие-то, может быть, не то, что есть вопросы, а просто рекомендации, как просто было бы правильно построить отношения. But in our family we have a very strong connection between the children, the great children, so maybe not exactly. They're all devotees. Но у вас все, в вашей семье все преданные. By your mercy. So, Give some practical suggestions. practical suggestions. A very practical suggestion is by husband and wife traveling together to places of pilgrimage. Очень практический совет могу дать, это мужу и жене путешествовать в святые места вместе. For the purpose of hearing. Ради слушания там. That's generally what Prabhupada recommended. Вот это обычно Прабхупада рекомендует. That, and in order to do that, you have to gradually disassociate yourself from the intense financial pursuits for maintenance of family. И для этого необходимо так или иначе отойти от такой интенсивной, напряженной работы по финансовому, по зарабатыванию денег на семью и на поддержание семьи. Living on whatever is necessary, the basic necessities for life. Для этого необходимо научиться свести свои потребности в жизни к минимуму. And taking all opportunity to go to places, to sacred places of pilgrimage,
where there's the association of devotees from whom you can hear. И пользуются любой возможностью для того, чтобы отправляться в святые места паломничества и там получать возможность общения с преданными, которых вы можете слушать. This is also included in Narada Muni's instructions to Yudhishthira Maharaj. Об этом же также, в частности, говорит Нарада Муни в своих наставлениях Юдхиштире Махараджу. When he specifically asked the question about how should I as a householder, Yudhishthira Maharaj asked Narada Muni, how should I as a householder achieve the perfection of life? Юдхиштира Махарадж спрашивает у Нарада Муни, как мне, домохозяин, достичь высшей цели жизни? And he described himself as a grihamudhadi, И при этом он назвал себя в этом стихе Грихамудхади, which is, as a householder, he's ignorant about the actual goal of life. Грихамудхади означает, что он сказал про себя, я домохозяин, а поэтому я пребываю в невежестве в отношении подлинной цели жизни. So he was asking Narada Muni to prescribe a method by which he could actually become conscious of the actual goal of life. И поэтому он просил Нарада Муни прописать ему метод, благодаря которому смог бы всегда осознавать высшую цель жизни. And Narada Muni's emphasis is the necessity of hearing transcendental pastimes of the Lord. И в ответ Нарада Муни подчеркнул необходимость слушания о трансцендентных деяниях Верховной Личности Бога In his various incarnations, и его различных воплощениях, by associating with saintly persons. общаясь со святыми людьми. And he says, and what happens is that gradually, just like a person gradually awakens from a dream, then gradually detachment awakens within the heart of the householder. И точно так же, говорит Нарада Муни, как человек постепенно пробуждается ото сна, точно так же благодаря этому описанному мной процессу домохозяин может постепенно пробудиться от иллюзии материального существа. It's a gradual detachment. Вернее, в сердце такого домохозяина может постепенно пробудиться отречение. Это постепенный процесс. It's not the kind of renunciation that sometimes householders do by saying, oh, this is too much, I don't want to deal with it anymore. Такого рода отречение не сравнить с другим иным отречением, которое иногда пробуждается всегда домохозяинов, когда они говорят, все, с меня хватит, больше не могу. That's not a gradual detachment. Это не постепенное отречение. That's an aversion. Это просто враждебность или неприятие. Which is the other side of attachment. И это неприятие или неприязнь является обратной стороной привязанности. So that kind of aversion simply leads to another form of attachment. И такого рода неприязнь на самом деле снова ведет в свою очередь к другой форме привязанности. They renounce one householder situation to accept another householder situation. Он отрекается от одной семейной жизни ради другой семейной жизни. But Narada Muni's recommendation is to gradually have detachment awakened within the heart, like a person who gradually awakens from a dream. Но Нарада Муни дает нам совет, благодаря которому сможем точно так же, как человек, постепенно пробуждающийся со сна, пробудить себе отречение постепенно. So the emphasis is to go to places of pilgrimage for hearing. И поэтому подчеркивается, что необходимо ездить в места паломничества для того, чтобы слушать там. Because without such hearing, then such natural detachment won't awaken within the heart. Потому что без подобного слушания естественное отречение не проявится в сердце. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. By rendering service to the Supreme Lord Vasudeva, one automatically acquires knowledge and becomes detached from this Как в этом world. стихе говорится, благодаря служению Верховности Бога Васудеве человек естественно развивает в себе знания и отречение от материального. And there's so many verses which give evidence in the Srimad Bhagavatam how hearing leads to detachment. В Шримад Бхагаватам очень много стихов, в которых говорится, как слушание постепенно приводит к непривязанности. But one has to hear the right subject matter. Но для того, чтобы это произошло, необходимо слушать о правильных темах. Satam prasangam mama veya samvado bhavanti hritkana rasayana kata taj joshanat ashvapavargavatmadi shradharatya bhaktya anubgamishati. See, this is one of the impetuses. Вот вам один из стимулов. But detachment, gradual. Постепенного отречения. Постепенно. Должно быть постепенного отречения. Привязанного стимула. Okay. We are out of time. Все, время кончилось. Are there any? I always say that. Are there any quick Я questions? всегда в конце лекции или I mean, really quick questions with a quick answer. есть ли какие-то очень короткие вопросы, я всегда так говорю, на которые подразумевают очень короткие ответы. Vanivath Vasu, what's your quick question?
Я хотел просто продолжить вопрос по поводу, который задал. It's very short, actually. You want to continue on that other question? The one that I said don't continue on? No, it's like, yeah, it's can continue because another side, consider another side of, is it proof, make some proof about his question that, например, ну по-русски его говорить, например, когда человек невнимательно повторяет святые имена, является, если допустить, что невнимательное повторение святого имени является проявлением персонализма, то не является, если допустить, то не является ли также невнимательность по отношению к преданным также проявлением персонализма? If one's inattentive chanting is a manifestation of impersonalism, assuming that, wouldn't it also mean that inattentive... I didn't hear that. Is that what he said? Yeah. I didn't hear that. Well, he spoke in Russian. Oh, he said that if assuming that inattentiveness in chanting the holy name is a manifestation of impersonalism, wouldn't that imply that inattentiveness towards devotees is also a manifestation of impersonalism? Not necessarily. Нет, не обязательно. Depends. Зависит. Rupa Goswami says that we should actually respect neophyte devotees who have certain behavioral activities which are not really appropriate. We should respect them from a distance. Нет, не обязательно. Шрила Рупа Госвами, например, советует нам по отношению к преданным новичкам, у которых есть определенные особенности поведения, не очень, может быть, зрелые особенности поведения, тем не менее уважать их на расстоянии. So it may not necessarily, he's given three characteristics and the different levels of respect and attention that one gives to them according to their level of advancement. Еще Рупа Госвами в этой связи дает различные уровни, 3 различных уровня уважения по отношению к преданным в зависимости от степени их зрелости или продвинутости в преданном сознании. We should be very attentive about those devotees who are fully absorbed in spreading the Sankirtan mission and whose hearts are completely devoid of the propensity of criticizing others. Мы должны в высшей степени уважительно и внимательно относиться к тем преданным, которые полностью посвятили свою жизнь проповеди движения Санкиртаны и чьи сердца совершенно свободны от желания критиковать других. We should be very attentive towards them. К ним мы должны относиться с высшей степенью уважения и Offer them внимания. all respect and hear from them and serve them. Выказывать им всяческое почтение, слушать их и служить им. That's Rupa Goswami's recommendation. Это рекомендация Шрилы Рупы Госвами. And those who are worshipping and have initiated and are worshipping the deity, we can offer obeisances to them. Тем преданным, которые получили посвящение, заняты поклонением божествам, мы должны склоняться и выражать им почтение. But there may be some whose association we should just respect from a distance. Но есть преданные, с которыми мы должны общаться, уважая их на расстоянии. So it's not a black and white answer. Поэтому нельзя дать такой черно-белый ответ на ваш вопрос. And I've also given this, I think you were even present, maybe you weren't, when I was speaking from Chaitanya Shikshamrita, where Bhaktivinoda Thakur was given the different levels of respect according to one's particular status. Не помню, были ли вы или нет в том обсуждении, где зацитировал Чайтанья Шикшамрита Шрила Бхактивинода Тхакура, в котором он перечисляет различные уровни уважения. He says that first level of respect is to respect all human beings. Первый уровень уважения мы должны уважать всех людей в целом. And then respect civilized human beings is the next level of. А среди них должны больше уважать цивилизованных людей. The next level of respect is to respect those who have a position. А среди этих людей следующий уровень уважения уважать тех, кто занимает определенное положение или должность имеет. They're human beings, they're civilized, and they have a position. То есть они цивилизованные люди, и они занимают какое-то положение в обществе. The next level of respect is to respect a person who has all those three, and also according to his particular social status. Следующий уровень уважения, четвертый, это уважение по отношению к людям, которые имеют все предшествующие 3 характеристики, и при этом они еще имеют определенный социальный статус. Such as a brahmana. Например, брамана. Then the next is one who has all those qualities, but not only that, but he's a sannyasi. А следующий это не только человек, который имеет все предыдущие качества, но он еще и саньяси. So he has another deeper level of respect. Еще более глубокий уровень уважения. And then he gives the top level of respect. И высший уровень уважения, Devotion. описывает Бхактивинода Тхакур, должен оказывать в соответствии с преданностью человека. Wherever there's devotion, that gets the highest respect.
Преданность должна быть, то есть преданности нужно оказывать высочайший уровень уважения. And so this is explained in Chaitanya Charitamrita. Это объяснено в Чайтанья Чаритамрите. Yes, but sometimes respect is offered at a distance. Но иногда уважение нужно оказывать на почтительном расстоянии. But everybody is worthy of respect. Но все заслуживают уважения. But as far as attention, Но что же касается внимания, sometimes it may not necessary to give full attention to somebody. нет необходимости, не всегда есть необходимость оказывать полное внимание кому-то. Who's not worthy of attention. Тому, кто не заслуживает внимания. Of course, we have to be very careful not to judge Но мы, конечно, должны быть осмотрительны и не судить скоропалительно. and immediately label somebody as somebody who's not worthy of attention. Не развешивать ярлыки скоропалительно на людях, что вот он не заслуживает внимания. For an advanced devotee, even the most fallen person is the most worthy of attention. Потому что для возвышенного преданного даже самый незначительный жалкий человек заслуживает внимания. That's Lord Chaitanya's position, Patita Pavana. Это положение Господа Чайтаньи Патита Павана. It's because of his level that even the most fallen deserves so much attention. Потому что вот с точки зрения Господа Чайтаньи Махапрабху с его уровня даже самый незначительный, самый жалкий заслуживает внимания. And the Madhyamadikari is one who actually makes distinctions. А Мадхьямадикари тот, кто проводит различия. He sees those who are innocent and are misled and fallen. Есть люди, которые просто невинны, они сбиты с толку и падшие. And he feels responsibility towards their fallen condition by giving them attention. И он чувствует на себе ответственность, обязанность давать им внимание в силу их падшего положения. By trying to elevate them to a higher standard of consciousness. Пытаясь возвысить их до более высокого уровня сознания. That's the position of the Majjhima Bhakta. Таково положение Мадхьяма Бхакти. And he gives attention to those who are capable of hearing. Он оказывает внимание тому, кто умеет или может слушать. Who are innocent but may have been misled by false propaganda. Оказывает такое внимание людям невинным, но которые могли стать жертвой пропаганды, ложной пропаганды. So there's different levels of attention. Есть разные уровни внимания. I just try to elaborate on some of the characteristics of those levels. Я только что попытался чуть более подробно коснуться различных уровней этого внимания. Okay. Быстро? Быстро? Короткий. Long question, but a short Ответ? answer. Ответ? Long answer? No, short answer. Short answer. Okay. Микрофон, подождите, пожалуйста, это же микрофон сейчас вам передадут. Нужно тумблер включить вверх. Гуру Махарадж, спасибо вам за вдохновение, которое вы даете для дальнейшего продвижения. Вот. На встрече наставников вы поднимали вопрос о необходимости наставников для преданных, которые должны получать инициацию. Достаточно ли преданности и стабильности, чтобы получить инициацию? Так ли нужен действительно наставник, если принимаешь в качестве наставников старших преданных, таких как Югаватара Прабху, Дамодара Пандит Прабху, Матаджи Шатарупа, вот, Индурека Матадж. То есть у нас очень много старших преданных, которые для меня являются примером в продвижении моем. Достаточно ли, вернее, нужно ли мне действительно выбрать, найти наставника, который бы как бы корректировал, подтвердил мою компетентность получить первую инициацию. Спасибо. Не совсем понял, Матаджи, простите. Вы имеете в виду, что у вас уже есть преданные старшие, которые вас вдохновляют, но вы задаете вопрос, нужно ли формально принимать кого-то из них? Да. Об этом речь идет. Достаточно стабильности и преданности. А так у вас уже есть преданные, которые вдохновляют старшие, вы к ним регулярно обращаетесь за советами, или они просто вас на расстоянии вдохновляют? Регулярно обращаюсь за советом. Хорошо. Просто что правильно перевести ваш вопрос. During your last meeting with the counselors, there was a question about the need or necessity of accepting a counselor to be initiated, and you elaborated on that question. I said that? No, there was a question, and she said that you had elaborated on that topic during the counselors' meeting. Did I? That's what she said. I don't remember that. Я не помню, что я вообще касался вопроса о том, что нужен наставник для инициации во время собрания с наставником. В какой встрече это было? В Минске? Последний раз?
что-то тоже не помню, что Махараджа. He translated for me. Я помню, что Махараджа говорил о том, что не нужно преданно заботиться, не нужно ими командовать, об этом он говорил. А там речь о том, что необходимо принимать наставника до инициации, вообще не заходило. Ну так иначе я продолжу ответ по суху. Так или иначе. Вопрос, вернее, ваш. Huh? And so, but still the question is, she has some devotees who she is inspired by. Senior devotees like Yogavadara Prabhu, Damadara Prabhu, Reka, and Shatarupa. And her question is if she should accept formally one of them as her counselor, or just the fact that she's stable in her sadhana and is enough for her to be recommended for initiation. Is it such a necessity to be? Is there a problem accepting somebody formally? А что, проблемы есть какие-то с тем, что принимать формально из этих преданных, которые вдохновляют? Проблема, да? You have to listen to them? Потому что придется потом слушаться их, да? В этом проблема. Если формально принимать. Well, why don't you accept somebody formally and see where that leads you? Ну, может быть, стоит кого-то принять формально и посмотреть, что из этого получится. And then give him up or her. Huh? And then give her up. No, do it on a trial basis. Ну, просто сделайте это как испытательный срок. Испытательный срок. Trial basis for them or for her. Oh, now you're exposing a little bit about yourself, I guess. Ну, похоже, мы теперь начинаем узнавать больше о вас. For both. Для вас обоих или обеих. А? Шутка сказали. Шутка. Hare Krishna. Did I answer your question? Я ответил на ваш вопрос, я нет. No. I said try it. Do it on a trial basis. Я же сказал вам, примите и посмотрите, что получится. And see where that leads you. Проведите эксперимент, посмотрите, куда это вас приведет. Progress is a series of steps in the right direction. Потому что прогресс – это серия шагов в правильном направлении. Take the step Сделайте шаг and see where it leads you. и посмотрите, куда он вас заведет. If there's a problem, then you can report it. А если возникнут проблемы, можете мне доложить. Do you? Or report where? Because I translated. It'll get to me somehow, I'm sure. Ну, не обязательно Махараджу лично, но ко мне это в любом случае попадет. Okay, we have to stop. Здесь мы должны остановиться. There's another class starting Потому soon. что через 30 минут, через 15 минут здесь начнется новая лекция. Hare Krishna. Нам нужно Bless the Prabhupada. освободить помещение.